Итак, здоровенькие булы, и наконец-то решил попробовать чипануть одну из своих PS2 слимок. Вот это те же самые слимки, которые у меня уже были на канале. Я как-то купил один раз сразу 3 штуки в одном лоте. Вот они стоили там буквально 1000 рублей. То есть за 3 штуки очень недорого, но они были без всего, без проводов, без джойстиков, без карт памяти, вообще без всего, только тушки. Но они вроде как были рабочие. В тех же видео первых, где я их показывал, оказалось, что одна все-таки не совсем рабочая, но в итоге оказалось, что там просто предохранитель сдох, я его восстановил и все. 3 штуки абсолютно рабочие, причем, что самое интересное, как я уже сейчас начал в них ковыряться, потому что я хотел их просто так продать, в том виде, в котором они были. Вообще никто их особо не хочет покупать, то есть совсем за копейки их сливать неохота, поэтому я решил их восстановить, и сейчас выяснилось то, что у двоих из них даже привода рабочие. Вот. Одна из них чипованная, но самая вот современная, 9000-я, не чипованная, и что самое главное, как известно насчет 9000-х, на них даже фреймсибут не поставишь, то есть у них защита стоит. Вот, поэтому ее нужно чиповать. Она самая современная, самая тихая, самая холодная, у нее блок питания внутренний, поэтому именно вот эту я хочу оставить как бы и подарить ее, короче, племяннику. Я уже, собственно, купил чипы, это Modbu 4, 2 штуки. За 350 рублей каждый. Сейчас покажу, как она сейчас себя ведет без чипа. Чтобы не говорили то, что там надо что-то сделать и фреймсибут будет устанавливаться. Нет, она никак вообще не видит фреймсибут. Плюс, в принципе, чтобы она была полноценной, чтобы она читала диски и от PlayStation 2, и от PlayStation 1, все равно нужен чип. Вот. Итак, вот она, эта 9000-я консоль. Карта памяти с фреймсибутом установленным. Самая новая версия фреймсибута, OBL. Вот. Ну и, собственно, включаю ее. И нифига как видно. А вот 7000-я консоль. Та же самая карта памяти. И она тоже не чипованная, кстати, эта консоль. Вот, ну и тут, как уже видно, фреймсибут грузится. Вот, ну, в принципе, знающим людям это известно давно, то что 9000-я, по крайней мере, самые последние ее ревизии, на них фреймсибут никак не устанавливается без чипа. Вот, так что да, чтобы консолью этой пользоваться, вообще хоть как-то ее чиповать просто необходимо. Вот, но как я уже в каком-то одном ролике говорил, самая первая вообще консоль PlayStation 2, которую я купил, была тоже 9000-й. Она тоже была не чипованной. И я думал, что я ее сам прочипую. У меня в итоге просто не получилось отделить вот этот вот железный кожух от чипа, то есть он тут либо каким-то двойным скотчем, либо просто термопрокладка, она так приклеилась со временем. И тут то же самое, в общем-то. Болтики я все уже открутил, как видно, то есть ни одного болтика тут уже нету. Плата сама, она вытаскивается. Но если попытаться отделить этот кожух, я он тяну довольно сильно, плата, как видно, она уже гнется вот здесь вот. Но он не отделяется. Я, в общем-то, и с той консоли пробовал ее греть, но я ее просто на солнце ложил. Сейчас же я хочу попробовать просто включить ее без вентилятора, и чтобы она сама, скажем так, с помощью нагрева чипа прогрелась. И я думаю, этого будет достаточно. Так, в общем, отклеил я этот кожух. Вот, чип тут, кстати, совсем другой, даже в более ранних слимках он другой. То есть это, я так понимаю, самый-самый последний чип. Она у меня работала в выключенном состоянии где-то минут 10-15, и вот только за это время она разогрелась до нужной температуры. Даже, я бы сказал, еще больше ее можно было греть. Разогрелась она где-то до 60, вот, и после этого я примерно с той же силой, как в самом начале показывал, потянул вот так вот, ну, может, чуть сильнее, чем тогда, и все, и она отклеилась. Так что этот способ рабочий, не нужно никаких фенов, ничего. Вот, термопрокладка здесь, кстати, необычная, она внешне вообще напоминает кожу, она плотная, такая твердая. То есть совсем не такая, как обычные вот эти вот силиконовые термопрокладки, они такие более мягкие, вот, а это совсем другая, она тут, кстати, даже порвалась немножко, когда отклеивалась. Вот, ну и, собственно, чип, в инструкциях там показано, что его нужно клеить куда-то вот сюда вот, но здесь, как видно, выступают мелкие SMD элементы, и если на них его приклеить,
то уже слишком высоко он получается. То есть здесь высоты чипа, она и так уже впритык. То есть видите, она прямо на уровне вот этих пинков получается. А если ее на SMD элементы приклеить его, то он будет еще выше, то есть будет упираться прям в пол. Вот, поэтому я решил, что буду его клеить куда-то вот сюда вот, наверное. Так он как раз получается на уровне с вот этим вот чипом. Мешать он здесь уже ничему не должен. Вот, так что я думаю, это идеальное место. И, собственно, паять я буду припаивать его вот такой вот проволочкой. Обычной обмоточной проволокой. Вот, она, как известно, уже в изоляции, причем изоляция здесь очень хорошая. Вот, вообще паяют другими специальными проводками, но у меня их нету, заказывать неохота, ждать еще целый месяц, блин. Вот, ну и самое проблемное место, самое сложное будет, конечно, вот это вот. Здесь супер маленькие расстояния, то есть даже по сравнению с жалом самым тонким, все равно расстояния очень-очень маленькие. Но я думаю, как-нибудь справлюсь, потому что здесь всего лишь 4 проводка. Все остальные там уже, ну, более-менее терпимо. Вот один сюда будет. Так, ну и, собственно, приступаем. Беру небольшой отрезок проводка. Самый-самый кончик нужно немного зачистить. Затем залуживаю. Вот, и затем консоль ставлю вот таким вот образом. И припаиваю первый. Вот, ну, собственно, вот он припаян. Видно, в принципе, даже без монокля. Хотя, конечно, с каким-нибудь моноклем было бы проще. Вот это, собственно, проводок B. Соответственно, он будет как-нибудь вот так вот идти и вот сюда вот, к контакту B. То есть 1/4, по сути, самого сложного места уже готова. Все остальные, они более-менее терпимые. Так, ну и, собственно, вот что у меня получилось. Промучился вчера весь вечер. Вначале, когда припаял один проводочек, подумал, что ну вроде не так уж сложно. Но потом, блин, я так охренел просто от этого. Я в какой-то момент вообще уже думал, что все, я не смогу это сделать просто. Это такой пипец. У меня постоянно эти спайки получались, а их убрать очень сложно. В общем, пипец, я охренел, конечно, от этого. Но в итоге я придумал один лайфхак, как можно это упростить. Короче, между ногами я вставлял вот такие, короче, кусочки шлейфа. Вот, и вставлял их, короче, вот так вот между контактами, таким образом, чтобы доступным оставался только один контакт, только одна ножка. И чтобы я не смог задеть своими дрожащими руками остальные. Вот, и таким образом уже все пошло вообще без ошибок. Да, все равно довольно медленно, но в основном, что вот меня замедляло сильно, это вот эти вот проводки голимые. Конечно, я 1000 раз пожалел, что не заказал вместе со всеми остальными необходимыми запчастями проводки нормальные. Блин, они стоят там 80 рублей за 20 метров. А 20 метров это, я не знаю, на 20, наверное, чипов хватит. И эти проводки, что в них херово-то, собственно, они очень долго зачищаются. Это самое хреновое. Так-то, в принципе, они нормальные, более-менее. Хотя они и залуживаются не очень хорошо. Вот. Ну и в итоге вот это вот самое сложное место я сделал довольно быстро уже. С вот этим вот лайфхаком, скажем так. Вот, без него я просто не представляю, как это нужно абсолютно не трясущиеся руки иметь, микроскоп или монокль хотя бы. Вот, ну и, собственно, в итоге вот так вот все получилось. Довольно, в принципе, неплохо. Конечно, не идеально. Если посмотреть там, как у некоторых получается, там вообще... Вот, ну, в принципе, очень неплохо, особенно для первого раза. Вот. Второе по сложности место это, конечно, вот это вот. Но здесь уже без всяких ухищрений, без всяких лайфхаков. Вот, здесь у меня только одна спайка получилась в самом начале. И тут уже все, тут более-менее можно хотя бы контролировать. Там же какие-то микрошевеления и все, уже спайка получается. Вот, ну а все остальное тут уже как бы вообще, можно сказать, легко. Вот, ну и в общем, на самом деле я уже проверил. Как ни странно, все работает, с первого раза все заработало. Вот, ну и поэтому тут я вот, естественно, немножко клеем все посклеивал, чтобы проводки эти не болтались. Вот. Так, ну и вот консоль собрана. Терморезинку я там, как видно, заменил, потому что родная она уже не клеится так, как была изначально, и поэтому свои функции уже явно выполнять не будет нормально. Вот. Ну и самое главное изменение то, что я наклеил сюда радиатор.
потому что я хоть и говорил, что она самая холодная, но это в закрытом корпусе я ее трогал. Когда же я ее открыл, то стало понятно, что все-таки она греется. Что, в общем-то, и неудивительно, потому что, по сути, здесь же нету радиатора. Одна вот эта вот пластинка, ну какая у нее площадь рассеивания, это же просто смешно. Вот, и греется она ощутимо, если вот прям сюда дотронуться пальцем. И вентилятор раньше работал зачастую на максимальных оборотах. Вот сейчас же я наклеил, собственно, радиатор этот на силикон. Я изначально его хотел, конечно, вообще припаять сюда, и это было бы прям вообще супер. Но ни один из моих флюсов не берет алюминий. Вот сейчас, конечно, уже после того, как я приклеил его сюда, я подумал, что, блин, алюминий он не берет, но железо залудить гораздо проще, чем алюминий. Можно было просто железные сюда пластинки напаять. Но, в принципе, и так неплохо. Ну, я, в принципе, это уже давным-давно понял, и я не раз уже использовал силикон для приклейки радиаторов. Он и тепло проводит хорошо, и держится очень-очень крепко. Вот. Не зря, собственно, вот эти вот термопрокладки, которые используются в материнских платах, в видеокартах, они, собственно, из силикона сделаны. Поэтому, в принципе, неплохо. И, собственно, вентилятор теперь, он практически все время работает на минимальных оборотах. Может до средних подняться, но не больше средних. Вот. Ну и, собственно, на этом все. Больше тут ничего не переделывал. Так, консоль подключена. Игры идут с этой вот фигни. Больше, собственно, тут ничего не подключено, никаких флешек. Захватывается видео с помощью вот такой вот китайской фигни, которая пишет, конечно, в очень хреновом качестве. Тексты практически неразличимы, но все остальное, в принципе, видно более-менее нормально. Вот, и первое, что хотелось бы сказать, то что первый раз, когда я ее только включил, я ничего, в общем-то, не увидел. Также FrameC Boot не запускался. Я подумал, блин, какого хрена? Неужели я все-таки чип как-то не так запаял? То есть, как-то он частично прочиповался. Логотип Matrix показывается, но при этом FrameC Boot не работает. Вот, прежде чем сильно паниковать, я решил все-таки погуглить. И, собственно, оказалось то, что это опять-таки проделки 9000-ной консоли. Хоть даже она и прочипована. То есть, полностью это устранено, как я понял, только на самом последнем чипе Modbus 5. Там вообще никаких проблем. Здесь же FrameC Boot все равно не запускается, и это именно в консоли, в BIOS ограничения. Но это можно все-таки обойти, просто нужно там кое-что настроить в FrameC Boot и в настройках чипа, в сервисном меню чипа. Вот там буквально 2 пункта нужно изменить, и все. Очень просто, поэтому повторять я это здесь не буду. Я, собственно, быстренько нашел видео на YouTube, как там и что нужно поменять. И кому нужно будет, я оставлю ссылку на это видео в описании. Так, ну и запускаю консоль. Вот он, собственно, логотип Matrix. Сразу сейчас появится буквально на мгновение ее лаунчер. Вот, ну и FrameC Boot. Вот, ну и, собственно, U-Launcher вначале появляется. Это вот только в 9000 из-за того, что там приходится немножко ее настраивать. Вот, ну и, собственно, дальше уже все привычно, как обычно. Вот. Версия FrameC Boot одна из последних, хотя сейчас их обновлять особого смысла нету, там почти ничего не меняется, если посмотреть changelog. А вот UPL обновлять смысл есть, потому что если сравнить с версией там 2-3-летней давности, он заметно быстрее стал и заметно стабильней. Вот, ну и как видите, довольно быстро все загрузилось. Вот, ну и включу, наверное, Resident. Опять-таки загружается с SMB сервера все гораздо быстрее, чем с флешки. Да, и, конечно, качество у этого дешевого китайского EasyCap очень низкое, то есть картинка темная, во-первых, во-вторых, очень все смазано, то есть в пререндеренных роликах там из-за того, что все сглажено, все нормально, они в принципе довольно нормально выглядят, но вот 3D, где низкое разрешение и куча лесенок, картинка, ну просто в кашу превращается. Тексты вообще невозможно читать. То есть вон, если в карту зайти, нижние особенно, надписи, там вообще нифига не разберешь. То есть, да, играть так, ну, нереально, конечно. Но чисто для проверки, там, для ремонтов, в принципе, пойдет. Вот, ну и, собственно, так вот я проверил уже не одну игру, играл довольно-таки много, вообще никаких проблем, все работает просто изумительно. Ну и, собственно, после где-то уже часа работы
с игрой. Ну, я не знаю, сколько здесь градусов, может 50-55 где-то. Вот. И работает на средних, по-моему, может даже на минимальных оборотах, я не знаю. По-моему, это средние. Вот, ну, в любом случае, я говорю, за все время, сколько я ее тестировал, после вот установки радиатора, она выше средних оборотов не поднималась. Вот, ну и, собственно, вот такое вот было видео. Я пока чиповал, пытался смотреть ролики на ютубе о том, как ее чиповать. Вот, роликов довольно-таки мало, и в основном там, видимо, какие-то профессионалы, у которых все просто так получается. Вот, но мой же лайфхак, я думаю, для таких простых чуваков, он окажется весьма полезным, если кто захочет ее сам прочиповать, потому что без него я, простому человеку, без каких-то особых приспособлений, я не знаю даже, как это сделать. Вот, поэтому так вот, если видео было полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на группу Разумистан, там можно создать темы и обсуждать это все. Вот, ну и собственно вот так вот, покидывай ты, бля.